Приветствую, друзья! Сегодня для вас я буду изготавливать кровать. Там будет красивое изголовье, будут интересные ножки, царги. Такую кровать я в принципе не встречал на просторах Ютуба, так что усаживайтесь поудобней. Приятного просмотра. Сначала приступаю к сборке ортопедического основания. Сложного ничего нет. Скручиваю на болты и вставляю ламелии. Первым делом черчу лекало, после вырезаю из 8 мм фанеры. Затем обтачиваю на своем маленьком шлифовальном станке для получения ровных лекал. Конечно, с ЧПУ станком не сравнится, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. По готовым лекалам черчу и вырезаю остальные элементы. Прибиваю лекало к заготовленным элементам. Обтачиваю на самодельном фрезерном столе. Вытаскиваю скобы, и копия лекала готова. Способ требует времени, но не требует ЧПУ станка. Убираю заусенцы наждачкой с крупной зернистостью. Подготавливаю брус, торцую, обрезаю в размер, собираю изголовье. Предварительно соединяю бруски скобами со всех сторон. В дальнейшем будет проще скручивать элементы между собой. Фиксацию элементов провожу в 3 действия. Зинкую, просверливаю, фиксирую саморезами. Сверло применяю 3 мм. Чаще всего в работе использую брус 40 на 50. Саморезы черные или желтые, в зависимости от ситуации. Для склейки элементов между собой использую пур-клей и столярный ПВА. Изготавливаю элементы изголовья, начиная с маленьких элементов, после объединяю их в один большой элемент. Ребра жесткости фиксирую саморезами к планке 20 на 45. Получается своего рода скелет изголовья. Далее фиксирую боковой скелет к основной части изголовья. Все по старинке, предварительно на скобы, после сверлю, чтобы не расколоть брусок, и притягиваю саморезами. Готовые нижние и боковые элементы креплю таким же способом, что описывал выше. По нижней части изголовья прибиваю 4 мм фанеру. Центральную часть закрываю также 4 мм фанерой. Перехожу к изготовлению передней и боковых царг. В принципе, процесс плюс-минус одинаковый. Выпиливаются и нарезаются элементы, промазываются клеем, скрепляются между собой,
Для быстрой фиксации я использую гвоздезабивной степлер. Естественно, все прокручиваю на саморезы. Очень важный момент, когда скрепляем фанеру между собой. Обязательно просверливаем отверстия под саморезы, иначе фанера расколется. Сделанные боковые элементы соединяю с передней царгой. Должно получиться совпадение передней царги и нижней части изголовья. Далее соединяю между собой царги и изголовья. Прибитая в торец ткань имитирует ткань после обтяжки, необходимая для соблюдения зазоров. Сначала прикручиваю металлическую пластину, чтобы придать жесткость, после просверливаю отверстие, вставляю усовую гайку и притягиваю болтом. Важно зафиксировать усовую гайку на маленькие саморезы или скобы. Если этого не сделать, может произойти маленький упс. Гайка провернется или выскочит. Придется разбирать элемент полностью, чтобы устранить дефект. Ставлю ограничивающие планки. Прикручиваю уголки фиксации ортопедического основания. Срезаю выступающие элементы. Приступаю к изготовлению ножек. Дерево использую бук. Выравниваю торцы, пропускаю через рейсмус, другими словами, выравниваю заготовку. Стружечка. Размечаю будущие ножки на заготовке. Разрезаю на элементы, придаю форму будущим ножкам. Элементы ножек склеиваю клеем клейберит, стягиваю струбцинами. И даю сутки, чтобы они высохли. После высыхания срезаю излишки, прогоняю через рейсмус, чтобы получить нужную высоту. Обтачиваю на шлифовальном станке и приступаю к декоративному вырезанию болгаркой. Для такого вырезания использую диск по дереву на болгарку. Друзья, это не конец, продолжение будет во второй части. Не забывайте подписываться, ставить лайк, делиться своими комментариями. Всем пока!